Дедушка Нургл. О, он любит абсолютно всех. Вы только посмотрите на его детишек. Тут вам и жизнерадостный бодипозитивщик, и прыгающие жабки, и мухи-переростки, и даже тролли, и, мать моя, слонэш, это что вообще такое? Впрочем, любви не прикажешь. Но мы-то знаем, в суровом мире Вархаммера одной любовью людишек не истребить. Дедушке нужны воины, медленные, вонючие, жирные и чертовски живучие. Выбор в ростере отец гнили дает огромный, и понять, кто из их реально тащит, бывает непросто. Сегодня мы разберемся, кто в этой армии жалкая плесень, а кто настоящая пандемия, стирающая города с карт. Я прошел кампанию за Нургла более 5 раз за всех лордов, а мой последний заход за Тамурхана вообще закончился, так сказать, геноцидом Катая, просто для галочки и потому что могу. Обожаю этих токсичных ребят. Так что готовьтесь, сейчас я расскажу, кто же здесь самый любимый и сильный ребенок Нургла. Приятного просмотра. Прежде чем мы окунемся в это болото, давайте определимся, как вообще будем мерить силу. В идеале наш бейс должен быть дешевым, полезным и доступным с первых ходов. Оценивать будем в рамках бессмертных империй, заценим ПВЕ и немножко попинаем труп ПВП, чисто для приличия. Тир-лист полетят не только отряды, но и лорды с героями, ведь какая армия без лидера? Будет сложно, но честно. И да, у нас будет ровно 7 тиров, как завещал сам дедушка. Пойдем снизу вверх. Д-тир, гниль под ногами. Этот позорный список открывает колесница хаоса. Медленная, слабая и дорогая. Влетела в замес и пропала без вести. Хуже повозку придумать сложно. Это буквально приемный сын в семье Нургла. Применение ей найдется только в редких PvP сценариях, а в остальном это гниль любви недостойна. Си-тир, опухоль на спине. Тут у нас святилище хаоса. Сама по себе штука must-have-ная. Мораль, регенерация, все дела. Но есть нюанс. Наш сектант и чародей очень быстро пересаживаются на такие же телеги и делают в 3 раза больше работы. Поэтому само святилище как отдельный юнит лишь временная затычка, пока не подкачаешь реально чумных пацанов. Кстати, о наших ребятах. Сектант и чародей залетают прямиком в СС-тир, любимцы дедушки. Это почти вершина нашего списка. Мобильное святилище, призывы пушечного мяса, магия Нургла или смерти. Это слишком имбово и всегда востребовано. Вложение минимум, а выхлоп тонны хила и разложения. Минимум 1 всегда будет в нашей армии. Битир, дедушка, почти их любит. Здесь у нас ребята неоднозначны. Например, моровые жабы. Дешевые, доступны со старта, рвут пехоту и живут как не себя. Для старта это мощь, но маленькая деталь. Мораль в 55 единиц для демона это очень мало. В половине битвы они просто сгорают дотла еще до финала. А разогнать им дисциплину в начале игры тупо нечем. Поэтому жабки сидят в Б-тире и ждут своего часа. Тир, дети Нургла. Здесь на троне восседает Эпидемий. И говоря про него, нельзя не упомянуть Кугата. Ведь очевидно, что Эпидемий его фанат. Так вот, наши лентяи очень схожи. Оба играют от чумы, просто у Кугата она дешевая и сильная, а в Эпидемии банально бесконечная. Оба играют от демонов и оба что-то колдуют, просто по-разному. Но дедушка явно любит Кугата побольше, ведь тот и кугатиками кидается как безумная пушка. И в ближнем бою просто аннигилирует любого лорда 1 на 1, и при этом его и убить почти невозможно, что превращает Кугата в сильнейшего лорда игры, а Эпидемий просто неплохой некромант плюс саппорт. Что на начальных этапах просто кал, а в поздних стадиях кампании он тащит за счет механик чумы, а не своей собственной силы. Короче, Эпидемий A-тир, а Кугат SS-тир. Полностью заслуженно. Ну и раз мы говорим за легендарных лордов, то нельзя не упомянуть Тамурхана. Как вы уже поняли, он занимает почетный S-тир, сыны Нургла. Но почему он лучше Эпидемии и уже вдруг хуже Кугата? Давайте разберемся. В бою он 100% уступает Кугату, даже без магии. С магией он вообще его на 0 множит. В компании он, конечно, быстро перемещается и моментально воскрешает. То есть, если вы его убьете в бою, он все равно хрен умрет. А если все-таки каким-то чудом получилось убить его, то он все равно воскреснет через 1 ход за счет своих уникальных способностей, что превращает личинку в вечную боевую машину, которая тупо возвращается раз за разом и создает кучу проблем на карте. Буквально один из лучших лордов игры, но Кугат лучший лорд игры, поэтому Тамарка и не может подняться на 1 тир Кугату, заслуженный S-тир. И самую вершину пищевой цепи разложения занимают
Нурлинги. Их тир буквально так и называется. Нурлики. Без цифры и всей этой чушни. Вы скажете, а почему так высоко? А есть две причины. Первое. Я буквально прошел быструю кампанию, используя только этих малышей. Можете сами убедиться в этом видео. Вторая. Детей обижать нельзя. Так сказал дедушка. Ну что же, с тиром мы разобрались. Давайте же перейдем к оценке всего живого и не очень в рядах Нургла. Опять же идем снизу вверх. Начнем с псов и фурий хаоса. У них одна беда на двоих. На кой черт нам такая скорость? Войска Нургла не боятся стрелков, особенно на старте. Мы играем в долгу и с Моуром. Эти ребята после второй же стычки с лучниками позорно сбегают с поля. Зачем тратить на их слоты, если те же Нурлинги проживут в 10 раз дольше и нагрызут не меньше. Чисто юниты для ПВП, а в компании мусор. Даже грабители с щитами и двуручами. Типичное пушечное мясо. Да, благодаря дарам дедушки, это, пожалуй, лучшие и самые живучие грабители в игре. Но снова стоит вопрос, зачем? Нурлинги под Кугатом стоят копейки, а делают ту же самую работу, но намного лучше. Короче, лучше среди своих, бесполезны среди чужих. Еще одни грабители, теперь уже на лошадях. Казалось бы, мобильный дальнобойный отряд, который еще и накладывает яд. В чем может быть проблема? Да банально в том, что пока мы до него дойдем в компании, будет уже 15-20 ход. Это при лучших раскладах, а на этих этапах нам эти слабаки уже совсем не нужны. Если бы мы их могли со старта получить, то я бы их спокойно ставил на тир выше. Короче, юнит чисто для сетевых битв. И еще одна лошадь, но на этот раз супер неожиданно. Рыцари хаоса с пиками. Чтобы понять их никчемность, просто сравните их с рыцарями гнили. Они открываются одновременно, но рыцари гнили доминируют абсолютно во всем. Регенерация, бронебойка, бонус против крупных целей. И это все за лишнюю пару копеек. Вдумайтесь, одна из худших ударных кавалерий в игре против одной из лучших. Копейщики на лошадях это полный мусор, D-тир без шансов. А вот их собратья с мечами за счет защиты живут намного дольше. Их поднимем в B-тир. Ну а рыцари гнили это плотнейший S-тир. Их улучшенная версия со спас-броском вообще превращается в неубиваемую машину аннигиляции. Это чистейший SS-тир без лишних слов. Ну и тир худших закрывает Лорд Хаоса. На самом деле, как вы уже поняли по легендарным лордам, слабых лидеров у фракции нет. Но мы тут как бы сравниваем их между собой, и даже среди сильных всегда можно найти слабейшего. Обычный боевой лорд, который, казалось бы, ну хотя бы восседает на звере гнили, а это уже мощь. Но не тут-то было. Зверек-то калеченный и не дает регенерации. Почему-то по качану имеем, что имеем. Из-за чего среди лордов это худший выбор. Его можно брать только для одного, чтобы возвысить его к демону-принцу. А вот это уже другой разговор. Принц-демон. Это тот самый мобильный, летающий нит, которого нам так сильно не хватает. Он очень крепкий, сильный в ближнем бою и при этом еще и колдует. Отличный лорд на все случаи жизни. Спокойно занимает A-тир рядом возле эпидемии. C-тир. Начнем с уже знакомых нам грабителей, но в их улучшенной версии. Единственная причина, почему они не в мусорке D-тира, их аура на понижение атаки врага. Для нашей фракции, которая играет от выживаемости, это полезный бонус, но не более. Дальше уходят в небытие воины хаоса обоих версий. Казалось бы, статы сносные, цена адекватная. Что не так? Да все та же беда. Зачем они нам нужны? Когда за те же деньги есть варианты поинтереснее. Те же отверженные или пестигоры. Да, они чуть менее живучие, но отверженные влетают в лицо и вскрывают ряды консервных банок, а пестигоры уверенно заходят в тыл и пугают лучников. А что воины хаоса? Они делают то же самое, но в разы медленнее, превращая и без того неспешную армию в сонную улитку. Поэтому пестигоры и отверженные вместе с их элитной версией улетают в Б-тир, а наши железные дровосеки выше С не поднимутся. Тут же рядом похороним и разносчиков чумы. Проблема один в один. Зачем мне эти медленные ребята, когда за свои деньги выдают КПД уровня Нурлингов, да и те под Кугатом лучше. Это позор, а не юнит. Не забываем и про лордов. Выше чародей и Геральт Нургла. Крутые маги, спору нет, но выше чародей, как и обычный лорд, это лишь заготовка для принца демона, который лучше во всем. А Геральт, ну, во-первых, его геройская версия, зачумленный, делает то же самое, но дешевле. А во-вторых, он все равно рано или поздно возвысится до великого нечистого. Магия это кайф, но из-за бешеной конкуренции выше Си-тира им дороги нет. Раз уж вспомнили про великого нечистого. Казалось бы, прайм форма обычного толстяка, значит машина. Но есть нюансы, это огромная туша, которую любые стрелки сотрут в порошок за минуту, и это вам не Кугат.
Эти любители фастфуда так долго не живут. Если противник решит сфокусить лорда, никакой хил не спасет. А смерть генерала — это почти всегда конец боя. Принц-демон хотя бы может уклониться в воздухе или свалить, а этот будет терпеть до последнего. Не факт, что затерпит. Только битир без вариантов. Раз уж мы заговорили про героев, давайте добьем базу. Зачумленный — это наш must-have маг, садится на муху и превращается в мобильную версию Геральда. Только дешевле и эффективнее. Однозначно топ. А теперь легендарная шестерка Тамурхана. Оценивать их в отрыве от ростера невозможно. Цена у всех одна, а вот выхлоп — небо и земля. Погнали по порядку. Начнем с титанов. Казик Оскверненный и Хорган. Это просто машины убийства. Один почти бессмертный танк с заоблачными статами, второй герой на драконе. В Аркамере это само по себе приговор врагу. А их ростер — рыцари гнили со старта, это легальный щит, плюс адские пушки-воители тоже в обиду не дадут. Туда же крутейшие бафы всей армии на уровне лордов. Короче, залетают в СС тир с ноги, уровень Кугата или святилища 100%. Дальше дуэт магов. Кэтстак Фемирович и Грукхум Тряхрог. Игрук Мур Трехрогий. Фемиры в ростере Кэтстака с их регенерацией — это нелегальная имба на ранних этапах. Сам Кэтстак крепкий парень со статами Фемира. А что Грукмур? Кигор в его ростере — это хорошо, но разгонять его нечем. Сам маг хиленький, садится на сомнительную колесницу и жирных бафов не дает. Чаще вы будете брать Кигора или Гаргону, а не самого героя. Итог S-тир для Фемира и всего лишь B-тир для Зверолюда. Падальщик, герой торнадо, который выкашивает пехоту пачками, статы дикие, ауры крутые, но ростер специфический. Волки без разгона не впечатляют, а мамонт на любителя. На фоне Казика и Хоргана выше A-тира не поднимется, но питомец достойный. Ну и на десерт главный позор шестерки. Эссар, стрела рока. Пафоса много, толку мало. Типичный стрелок с бафами для стрелков. Эссер, ты серьезно? У Нурга их почти нет. Кого-то там усилять собрался. Ростер у него годный, но тут как со Зверолюдом. Выгоднее взять мортиру, чем самого героя. Но хоть за какую-то пользу Б-тир поставить можно. С лордами и героями закончили. Переходим к самому интересному. К остаткам пехоты и монстрам дедушки. Б-тир. Начнем с жаба дракона. Он же дракожаб, он же жабокряк. Юнит запредельно переоцененный. Казалось бы, антипех, скорость, дыхание звучит как мощь, но спешу вас огорчить. Антипехотный бонус на 50-70 ход затея сомнительна. Особенно когда против вас стоят гномы, которые сотрут эту жабу в паштет за секунды. Дыхание с воздуха косое, а с земли вообще никуда не попадает. Ну и вишенька на торте — мизерная защита. Жабу разбирают в хлам даже самая дешевая пехота с копьями. И никакие бафы Тамурхана это дерьмище не спасает. Твердый битир не выше. А вот обычный великий нечистый на его фоне просто мощь. Против любой пехоты, даже заточенной против крупных целей, он стоит уверенно. Плюс качественная магия. И ниже жабы стоит, особенно у Кугата. А про призыв Нурлингу после смерти я вообще молчу. И оно всем лучше жабы, но остается медленной мишенью для стрелков. Поэтому выше A-тира не подниму. Его улучшенная версия с хилом уже получше, но все равно максимум S-тир. Дальше в B-тир залетает гниломухи во всех вариациях. Почему они так низко? Все просто. Они появляются ровно тогда, когда нужны. И свою задачу вырезать тылы выполняют. Но проблема в том, что с ростом цены растут и альтернативы, которые за те же деньги делают разы больше. Например, фемиры с регенерацией чего стоят. Стрелковая муха неплохо бьет по крупняку. На рыцаре гнили или огры справятся с этим лучше. Хорошая середина, но не более. И, наконец, отродье Нургла. Те же спавны. Вы спросите, за что ты их так высоко поставил? Да за то, что спавны просто бежит вперед и убивает. Да, их самих выносят очень быстро, и автобой их просто ненавидит, но эти ребята не знают слова отступление. Они стоят насмерть, и в этом их кайф. Еще один золотой стандарт дедушки для B-тира. Дальше у нас возвышенные разносчики чумы. Многие их боготворят, но я, честно говоря, не понимаю за что. Ну, кидают они говно во врага, потом терпят в ближнем бою. А смысл за такие деньги? Когда можно взять желчных троллей, которые бодро влетают, раздают по щам, убегают и потом снова врываются. У них регенерация, они мобильные.
они отрабатывают каждую копейку. Красотище. Поэтому тролли это A-тир, а возвышенные выше B я не подниму. Хотя постойте, их улучшенная версия это уже какое-то читерство и полный пиздау, иначе не скажешь. Регенерация вместе с воскрешением на таком жирном юните, эти парни тупо неубиваемые. В любых, даже самых кошмарных условиях они будут жить вечно. Жесткий врыв, ВСС-тир, лютая имба везде и всегда. Теперь об избранных Нургла со щитом и двуручием. Ух, та же самая беда, что и всей железной пехоты. Они медленные, пока они дойдут, бой уже закончится. В обороне они боги, но в обороне у Нургла хороши все, а в атаке единицы. Но статов там столько, что низко их не поставишь. Избранный со щитом это битер, а вот двуручий, эйтер, долбить бронебойкой и вечно не умирать это признак отличного юнита. Тем более достать их несложно. Мы уже почти всех обсудили, но остался один бриллиант. Тварь Нургла. О, это просто находка. Регенерация, бронебойка, маленькая, как для монстра моделька, в которой сложно попасть, хорошая скорость и главное, мизерная цена за все это удовольствие. Это такой великий нечистый на полставки. Бомбический юнит на первых 50 ходах, который и в лейте послужит идеальной и дешевой затычкой. Одобряю. Тир. А вот тут у нас собрались элита, которую мы еще не успели обсосать. Погнали по моим любимчикам. Моровые огры. Обе версии. Это просто ультражир. Супер домашний, быстрый, есть и антипех, и антикрупняк. Это аннигиляция любой армии, которую вы только встретите. Единственное, чего им не хватает для идеала, это встроенная регенерация. Но вы же умные, ребята, правильно? Дадите им хил через святилище или магию, и тогда эти парни станут вашей армией топ-1 по КПД. Тем более, автобой их тоже очень любит, что показатель. Всадники оспы, многие их не понимают, но мне эти парни ясны как божий день. Это такие огры на полставки, но дешевле. Играть ими нужно на все 100%. Они везде показывают себя как супер полезная бюджетная кавалерия. Пока наш ближайший конкурент Жаба-дракон откисает за пару минут, если зашел не в ту дверь. Эти парни даже в самом аду показывают, что они лучшие терпилы из лучших, заслуженный эстир. Их же улучшенная версия с восстановлением бодрости, фишка прикольная, но не сломанная, так что остаются в том же тире. Souls Grinder. Тут, думаю, пояснять особо не надо. Единственное, реально стрелковый отряд ростера. Я водил бабку Нургла в кино, но как же эти ребята ебут. Что издалека, что вблизи. Они стоят каждой вложенной копейки. Улучшенная версия дает чуть более качественные снаряды, но суть та же. Поэтому обе версии сидят в S тире. Ну и остался у нас один красавчик на районе. Говорят, дедушка всех любит одинаково, но это наглая ложь. Встречайте, желчный громила. Единственная рорная версия великана в игре, на которую Нургл обратил свое милостивое внимание. И как же он его апнул. Мало того, что этот парень забьет любого оппонента как собаку своими бешеными статами, у него еще и обилки, как у эпидемии. Жесткий перейдешь вокруг, который просто стирает вражескую пехоту в ноль. Обычно главная слабость великанов это их размер и уязвимость для стрелков. Но наш громила самый живучий из всех своих родственников, а значит он успевает натворить в разы больше грязи. Базовый гигант это уже проблема. А Рор версия с горой хп и ядом это чисто безумие. Железно-бетонный СС-тир. Ну и конечно не забываем про детишек. Про их я постоянно говорил весь видос, потому что за свои деньги малыши, как по мне, выдают ну слишком много. А то, как сильно их разгоняет Кугат, вообще рванина уровня троллей. Но за 5 копеек. Поэтому их наивысший тир это не только любовь дедушки, но и частично реальная эффективность в игре. На этом тирлист закончен. Финальная версия прямо сейчас у вас на экранах. Я вложил в этот разбор очень много любви, чтобы дедушка мог мной гордиться. Не уверен, что смогу выдать еще такой же тирлист на другую фракцию, потому что это чертовски сложная работа. Тут нужно отдавать всего себя. Да и не все фракции мне так близки по духу, чтобы я мог сотворить подобный Магнус Оп. Так что если вам такой контент нравится, не забывайте ставить лайки и подписываться. Надеюсь, я смог увлечь вас на эти 20 минут. Главное, не болейте и любите дедушку. Удачи!